Всем здорово, народ! Сегодня поиграем за Морфилиуса, за водичку, за легенду. Посмотрим, что из этого выйдет. Каточка интересная, по крайней мере, интересный ее конец, ее завершение. Спойлерить не буду, но то, что произошло в конце, может войти в историю. Просто легендарный финал. Замазочку вам произвел. Смотрим, что у нас получится. Стоим лайн вместе с шаманом. Неприятная довольно линия, потому что когда ты играешь на морфе, всегда хочется, чтобы у тебя был какой-то жирный сап, милишник в идеале, который пойдет вперед, и вот он будет лицом трейдиться, чтобы вас особо не дамажили. В этом, конечно, вся прелесть, когда ты за морфа играешь. Но если у тебя шаманчик, то бить ебало будут не ему, а, к сожалению, тебе. И в этом заключается главный проблем данного лайна. Вот прикиньте, если бы я был не с шаманом на лайне, а с каким-нибудь Трентом, или с Агром, например, который просто на втором левеле качает себе горелочку в двоечку и спокойненько ломает лица вражеским двум персонажам на лайне. Все, вам вообще ничего не помешает. Соответственно, это не наш сценарий. Сегодня посмотрим, как без данной поддержки, без фронтлейна получится каточку сыграть, лайн отстоять. Понятное дело, что лайн это не вся катка, но очевидно сейчас, если вы лайн проебываете, то камбэкать уже будет реально проблематично. И наоборот, если у вас все хорошо на лайне, то игра тоже довольно простая, должна быть, по крайней мере, первую половину. Вот эти вот все выстрелы из дробовика от бабки, конечно, будут неприятно по нам прилетать всегда. Нужно быть очень аккуратным, потому что, допустим, если вы захотите перекачаться в ловкость, где-то отойти в кустики, подхилиться, если вы понимаете, что бабка довольно близко к вам находится, лучше этого не делать, потому что просто выстрел из дробовика в кусты, и вам будет неприятно, вам будет очень больно. Попытаюсь сейчас забрать моего шамана, никак не могу ему помочь, просто тычкую в ответ селедочку. Потому что понимаю, что в размен идут враги, и единственное мое правильное действие — это просто бить врагов бесплатно, пока они пытаются бить, соответственно, моего тиммейта. Здесь никак не догоняю бабку, решил просто одну тычку дать. Вот из-за того, что я отменил тычку, у меня такая, знаете, незаполненная дыра образовалась. Такой, блин, но как так-то тычку не дал, сам отменил, проебался. Хочется дать тогда хотя бы еще одну, чтобы а-ля свою ошибку исправить. Но, к сожалению, нет, там я ее... Если и догонял, то только где-то там под вышкой, что, соответственно, уже для нас был бы проигрышный вариант, не хочется крипов терять. И так из-за того, что я за ней слишком далеко стрейфовался, я проебал одного крипа. Больше непозволительно. Ну и вроде бы неплохо все равно получилось, хоть у меня и убили шамана, главное, что я выжил, я забрал килл, и опять же для нас это всегда приятно. Здесь просто через вейформу забираем двух рейнджевичков спокойно, ну и по сути-то смотри, у нас 11 крипчиков имеется, да, не прям топ-1 показатель, но опять же выше только мидер и моя троечка на Тимберсоу. Тимберсоу, мистер Пиловик. Посмотрим на нетворса, наверное, тогда. Значит, общая ценность у нас бей. Ну все, да, у нас у тройки шик. У меня топ-2 нетворс карты. Приятно, полезно. Здесь, кстати, получилось замансить от дробовика бабки, поэтому еще и лишний дэмэдж не получил. В общем, все у нас налаживается на самом-то деле. Крипов противники проебывают на селедке. Зачем ты решил тычкануть меня, а не своего знаменосца? Проебал, соответственно, этого знаменосца. И нас это вполне себе устраивает. Еще чуть-чуть голдишки можно будет купить себе сапог, появится ПТ. Когда у вас появляется ПТ на морфе, очевидно, вы становитесь прям гораздо более мощные, боевые. Можно, во-первых, ману себе дополнительно экономить. Уже проспамковые формы будет более-менее эффективная. Плюс второй спел можно практически бесплатно кидать, если вы переключаете ПТ на ману. Ну и, очевидно, дополнительные статы, дополнительная ловкость — это ваш урон и так далее. С ПТ, конечно, приятно играть. После покупки ПТ хочется сразу себе маску, наверное, принести, если позволяют ресурсы. Если вам позволяют фармить и так далее, то просто копите голду на маску, приносите себе маску и все. И там уже можно спокойно и в лес уходить, если вас как-то выгонят и так далее. Нападение на шамана, но он слишком сильно загулял, потерял позиционку, его еще и крипы бьют, поэтому да, здесь никак он не выживает. Но это опять же его чистая ошибка, мы здесь никак не могли ему помочь. Очень душная бабка, прям хочет максимально меня пробивать. Видите? Ну, как бы со своей миссией, по идее, справляется. Что ему еще тут делать? И вот я понимаю, что он потратил дробовик, я могу спокойненько уйти, перегениться в ловкость и восполнить себе, соответственно, хпшечку. Восполнить себе рез за счет того, что просто нажимаем стик при максимальной перекачке в ловкость. Можно было также, конечно, и веточки еще все на пол скинуть, но я решил уже так побыстрее все это дело провернуть, чтобы крипов точно никак не пропустить. Ну и опять же, у меня на морфе каток, ну где-то штук 20 максимум наберется, скорее всего, даже меньше, поэтому еще не все, знаете, на автомате происходит. Могут быть затупы, но это логично, это нормально. Дилдонис.
на Timber Soul уже совершает серию убийств. Тоже у нас все приятно на троечке складывается. На миду стоит ДК. А вот у него уже... Ну, кстати, на самом деле более-менее. Более-менее. Могло быть хуже, конечно. Давайте быстренько глянем вообще по левелу, что происходит. 5-й левел, почти 6-й у ДКшника. Тут у нас Некропос. Ну, понятное дело, что Некру будет довольно приятно стоять против ДК. Он никак его там не выгоняет и так далее. Здесь решил просто в бабку упороться, потому что пробить его гораздо проще. Там у селедки 2 брейсера имеются, да, я это видел и такой понимаю. Ну, селедку я бить точно не буду. Мне это нахрен не надо. Поэтому просто буду бить бабульку. Бабулька отправляется в таверну, отличненько. И, кстати, мне прилетает ПТ, о чем я и говорил. Дэмэджа, наверное, на селедку не хватит. Но, опять же, да, он слишком жирный. 2 бруска, как-никак, это много силы, много ХП. Поэтому пробивать его вообще никак не хотелось. Ну, нормально. Убили папку, наресы, пробили селедочку. Что может быть лучше? Превосходство уже от Зелдониса на тройке. Боже, как же так? Что творит наш Timber Soul? Снова прилетает бабка. Постоянно пытаются они, конечно, нас душить, убивать с нас хпшечки. Главное сильно не занаглеть. Да, понятное дело, не хочется постоянно там перекачиваться в силу туда и сюда. Но если вы понимаете, что вот у вас ХП половина уже отсутствует, понимаете, что бабка фуловая, с ресами пришла с ТПшечки, только к вам прилетела, туда и сюда, и селедка хочет активничать. Лучше перебдеть, чем недобдеть, особенно если вы, ну, не прям сильно чувствуете героя и так далее. Но здесь, опять же, видите, бабка бежит, слишком сильно теряет позиционку, и для нас это прям фришная вообще, на самом деле, ситуация. Потому что она просто в тупую упарывается куда-то. Так делать, очевидно, на вражеском саппорте не нужно. Она просто бежит, возле морфа пробегает, понимает, что я ее буду бить, и все равно идет вперед, лишь бы убить шамана. Как по мне, это все-таки невыгодное действие с их стороны. Ну и, очевидно, меня это очень даже устраивает. 2-0 у нас уже счет. Все прекрасненько. Сейчас бы еще в идеале отойти в кустики зарегениться через стекосы. Ну, хочется пачку, опять же, убить. Потом, может быть, отойти порегениться. Колореточка нам пулится от нашего саппорта, приятно. Кстати, маску не заказал, что-то думал, что курьера отправил, а курьера на самом деле не отправил. Это печальная новость. Ну все, сейчас, по идее, да, перекачаться, кстати, в ловкость. Я здесь в моменте подумал, что, блин, возможно, я опасно слишком сильно это делаю, потому что из гейта кто-то мог прийти. Но, знаете, так уже решил, ладно. В один конец пойду, перекачаюсь, будь что будет. В идеале, конечно, нужно было в другие кустики отойти, чтобы уж точно меня никто не убил. И здесь опять бабка идет снимать вижен, опять теряет позиционку, и, очевидно, через дабл такой прокастик от шамана мы ее убиваем без каких-либо проблем. Даже при условии, что она задоджила нашу волну, все равно она в основном нажимала здесь, чтобы просто успеть дойти до этой бабки, не ради дэмэджа. И с автоатаки мы ее закликали, отправили в таверну. Не может не радовать. Прилетела маска, и с маской мы уже можем просто отжираться постоянно. Не придется так перекачиваться в силу лишний раз. Соответственно, не будем терять скорость наших тычек, урон с наших тычек, и фармить нам будет гораздо приятнее. Потерял крипчика. Неприятно. Потерял крипчика. Неприятно. Перекачался в ловкость, называется, пацаны. Больше дэмэджа, да-да. Да-да, крипов не проебываем. Да-да, верим. Верим. По итогу, 9-я минута. У нас 4200 на руках. Очень даже вкусненько. При учете, что сейчас еще пару пачек точно я забираю себе. Будет уже пятерочка, по идее, под 10-ю минуту. Если как-то не умереть, если не зафакапиться, то пятерку можно здесь набить. Понятное дело, что мы здесь селедку не убиваем. Просто решил дать ему тычку. Он стоит под башней, кто-то мог ему и ТП нажать. Здесь успел нажать перекачку, опять же, очевидно, под стан бабки. Ну и плюс понимаю, что у селедки может быть башня стаком. Поэтому силу дополнительно себе перекачали. Особо сильно ХП не потеряли, здесь качаю себе ловкость, жру лотус. Жру лотус, да. И можно напасть селедочку. Некор идет под инвизом, его не видно. Соответственно, как только я понимаю, что он здесь пришел, сразу начинаю перекачиваться в силу, чтобы случайно не словить косу или что-либо подобное. Здесь решил убить знаменос, потратить 3 тычки. Кстати, это критическая ошибка с моей стороны. Ой, я прям помню этот момент. Как же мне здесь было неприятно. Да, занаглел, слишком сильно занаглел, не прочувствовал урон от бабки. Перекачался в ловкость слишком сильно и не захотел ни стики нажимать, ни в силу перекачиваться. Как-то я вот вейформу нажимал, она все не кликалась, не кликалась и не кликалась. По итогу сдох. Сдох, конечно, как ботинок, признаю, очевидно. Ну и самому было неприятно, но как-то вот в моменте брейнлаг произошел. Слишком сильно на что-то я понадеялся. Скорее всего, просто не ожидал этот дэмэдж от бабки, потому что все-таки дробовик слишком больно урон по мне нанес.
И почему-то я вот кликал вейформу, она все не кликалась и не кликалась. Как-то рейнджу не рассчитал. Из-за этого, да, откис, помер. И по итогу на 10 у нас было 4500, а не пятерочка. Но тоже в целом неплохо, почему бы и нет. Продолжаем качаться дальше. Когда появится Яша, можно будет перейти в тройку, начать фармить рейнджей. Там можно добивать манту. Ну и дальше разыгрывать по ситуации. Если на нас шоу команду нападают, если давят под вышки, мы тпшимся, помогаем в файте. В идеале одного-двух героев убить и снова продолжить идти в лес, качаться. Потому что когда у нас появится манта, играть станет гораздо проще. Опять же, это дополнительные статы, много ловкости. Вариант что-то задоджить, либо задиспелить. Против Джекироса, конечно, неприятно, когда он землю свою стелит. Там никакая манта нам не поможет, очевидно, но это единственный такой чар, который здесь может нас контролем сильно напрягать. Баши селедки, конечно, тоже будут нас постоянно влетать, но там уже вы понимаете, что можно и иллюзии обмануть, вражескую селедку. Ну и в целом, у него контроль-то такой непостоянный, там очень легко нажать перекачку в силу в случае чего. И умереть будет тяжеловато именно только от соло селедки. На самом деле, не знаю, в каких ситуациях стоит покупать Сашу Яшу на Морфа. Я, возможно, здесь в этой игре задумывался о ее покупке, но все-таки, скорее всего, Яшу здесь стоит брать. Не нужно думать над Сашей и Яшей. Обычно, когда против аппарата играете, хочется вроде бы взять Сашу Яшу, но да, тоже особо там не помогает. Да, на вас будет чуть-чуть меньше действовать ульта аппарата, но это реально копейки, там слишком сильного вы не выигрываете. Ну и, в общем, непонятно. Иногда, конечно, стоит покупать Сашу Яшу, но я для себя еще этот момент не определил, когда вот она все-таки нужна. Подвышку дайвить не хочу, мне это не интересно. Одно любое ТП меня могут изи там забрать, убить, поэтому все вот эти вот баталии под вышками — это не мои проблемы. Баталии под вышкой меня устраивает только это, если союзная вышка и наших тиммейтов давят, тогда, конечно, да. А вот под вражескую лезть нам не стоит. На варде видно, что идет некор. Просто доджим этот файт. Опять же, нам абсолютно не нужен. Зачем-то нажимать типа тимпер. Я бы на его месте этого не делал, просто продолжал бы фармить топ. Все равно я не хочу участвовать в битве против селедки, некра и бабки. Это мне, опять же, не нужно. Ну и через такую инициацию, когда наш шаман видел противников, они просто в него шли, и он решил остаться сдохнуть, опять, мне это не надо. Мне это реально не надо, но я понимаю, что сверху Джаггер, как будто бы можно было бы нажать ТП через гейт, но как-то вот я не знаю, у меня тиммейты здесь остались, вроде что-то хотят сделать. По возможности, когда уйдет некор, он ушел. Вот сейчас можно было напасть в селедку. Но почему-то этого никто не делает из моей команды. Можно было бы либо бабку забрать, либо селедку. Но человек стоят, не хотят нападать. Окей. Моя задача в такой ситуации, опять же, просто фармить, не отвлекаться, бить крипчиков. Это наше все. Крипы — наше все. Это наше золото, это наши слоты будущее. Мы о них не забываем, мы их уважаем. Почти дофармилась Яша. На самом деле довольно неплохо. И надо не забывать про нейтралочку. В идеале его сейчас активировать, посмотреть, что у нас там имеется. Браслетик. Ну, опять же, доп. Статы. Почему бы и нет. Ну и реген маны, когда нас будут бить крипчики, опять же, мы можем просто спокойненько ману себе регенить. Можно будет даже фласки не таскать. Если слишком сильно с пылами не спамить, по идее, браслета должно хватать. Регена с браслета маны. Ну и плюс у нас лотбинка еще собрана, которая тоже реген маны дает, это приятно. Обычно же собирали фалькон, брали маску просто, морбит маску, и фалькон собирали на морфлинга. И через Фальконыч себе, соответственно, получали реген маны. Сейчас этого не делают, сейчас собирают в основном именно Владмирку, потому что еще и доп. Урон для вас. Бесплатный, по сути. И с Владмирки получают себе реген маны, тоже вкусно, тоже приятно. Бежим в троечку. Яша имеется. Можно качать уже теперь эффективно и эншей, и даблстаки какие-то забирать. Видите, что реген у нас приличный. Просто автоатаками мы вампиримся от крипов. Поэтому с этим проблем никаких нету. Начинается файт под моей вышкой, мониторим его, просто чтобы в момент нажать телепорт или подойти на ноге. Спокойно здесь забирают некра, моя задача просто попытаться выкосить сейчас Джакира, но я не знал, что по нему вообще 0 дэмэджа пройдет. Вот видите, говорю, 10-12 катка за Морфлинга. Не знал, что у меня третий спелл вообще дэмэджа не наносит, когда я не перекачан в силу. Там, я не знаю, как это работает, короче. Давайте мы сейчас с вами почитаем после файта, что происходит. Джаггер потратил свой ультимейт. Мы здесь спокойно с ним деремся, вообще ничего не боимся, без трясочки, как говорится, без трясочки. И когда у него заканчивается крутилка, перекачиваемся еще в ловкость дополнительно, чтобы получить себе доп-дэмэдж, и через вейформ его забираем. Ну все, чильненько, спокойненько, опять же, видите, пришли, подсоединились к файту, убили 2 героев, потом продолжаем фармить. 7800 за счет этого имеем нетворсика. У нас все приятно, топ-1 нетворс карты. Фармим дальше. Ну и давайте посмотрим на третий наш спелл. Что он там дамажит, не дамажит. Запускает вражеского героя поток воды, оглушает в зависимости от силы, это понятное дело.
А урона вообще нет от этого спела. Вот так вот, вот и думайте. Все, с третьего спела урона вообще мы не наносим. И это, конечно, новость интересная. Я думал, там хотя бы какой-то дэмэдж есть, хоть там парочка единиц. А оказывается, вообще ничего не наносим мы с третьего спела, поэтому... Век живи, век учись, как говорится, парни. Век живи, век учись. Забираем катапу. Это все тоже наше. Опять же, если вдруг ваши саппорты пытаются прямо при вас как-то убивать пачки, не беспокоимся об этом, просто говорим им в войс, что они делают лютую. Команда давит 26/16, 10 тысяч преимущества. Казалось бы, что может пойти не так. Вроде бы все неплохо у нас пока что складывается. Понятное дело, если бы у нас был Магнус в команде, это все гораздо быстрее бы фармилось. А я сюда еще пришел, когда у меня маны маловато. Но опять же, обузим ПТшечку, нажимаем в форму через интеллект и спокойненько забираем эти стаки. Вкусно, приятно. Да, не максимально быстро, но что поделать. Сейчас в идеале, конечно, стакнуть себе еще разок. Не забываем чекать тайминги, сами себя подстакиваем, в этом нет ничего такого, очевидно. Мы же на победку играем, правильно? Правильно. Ну и увидите, насколько легко с иглсонгом, насколько легко с маской все это дело фармится. Просто стоите автоатачите, у вас лицо не улетает, вы спокойно вампиритесь, спокойно крипчиков ломаете. Здесь нажал манту просто, чтобы быстрее все это дело зафармить. $13,300 на 22-й минуте. Вроде бы солидный результат у нас на эту каточку. Практически есть бабочка. Практически. Вот из-за того, что я вытащил браслет, мне уже не хватает маны, как вы можете видеть. Надо таскать себе кларетки. Что-то я вот в этой катке конкретно немножечко этим пренебрег. Кларетки не таскаю. И вот оно. Действие, которое повлекло за собой последствия. Эффект бабочки, пацаны. Dragon Knight отключается от игры на 5 минут. Точнее, через 5 минут, если он не вернется, то он будет ливером. Немножко подождал ДКшника, буквально пару минут, и потом просто, понимаю, что я не хочу стоять в АФК, сейчас у меня какие-то лютые кондиции, хочется фармить, жестко фармить, и поэтому паузу сам отжимаю. Я обычно так не делаю, но, вот сейчас, в данном моменте, очевидно, катка слишком уж хорошо как-то пошла, не хочу вообще ни секунды ждать. Когда останется 1 минута на подключение, тогда нажму паузу. А сейчас решил, опять же, эту паузу не трогать. Подбираем руну волшебности, очень больно делаем Жаггеру на самом-то деле за пару кнопочек. Чуть-чуть остается денег, и можно будет купить себе бабочку. Тут же Керос задоджил поляну, я же поляну не задоджил. Неприятненько получилось. Но все-таки он откисает здесь совершенно спокойно. Слишком далеко задайвил. В меня нажали все кнопки, не успел. Из-за того, что вторая перекачка как-то себе хп зарегенить, до вейформы не дожил, откис. Чисто моя ошибка. Тут признаю, конечно же, слишком сильно потерял позиционку, и прям очень много спалов в меня залетело. Но все началось с того, что я не попал поляной по вражескому Джакира. Если бы попал раньше, убили бы раньше, так бы далеко не пришлось дайвить. И, соответственно, все было бы более-менее неплохо и чики-пики. Короче, да, здесь... Печальный вайб для нашей тимы произошел. И вот, когда была 1 минута, я решил все-таки поставить паузу, попытаться дождаться ДКшника, но уже все понимали, что ДК, скорее всего, не вернется. Последняя пауза, по-моему, была нами использована. Нет, еще одна от Тимбера залетает. И вот после этого пауз больше не останется. И ДК вернуться не успеет. Все-таки пока он не ливнул, у него еще есть слоты. Пришлось им поконтролить, забрали шардик, сейчас я отправил его на базу. И в идеале хочется Рошана задефать или самим забрать. Я понимаю, что враги будут пользоваться этой возможностью. У меня появляется бабочка, и как будто бы дефать нужно. Также убиваем себе нейтралку. Я колю своей команде: подойдите на Рошана, пацаны. Я туда пошел. Я пошел на Рошана. Мне нужна ваша помощь. Вот я им рисую на карте. Видно врагов. Туда залетает Тимберсо. Нагоним еще влетает. Но, скорее всего, здесь его заберут, потому что он был там один. Он просто зашел в гейт, его там стерли. Очевидно, я не могу идти дальше, потому что здесь я тоже практически один. У меня есть только шаман рядом, но этого, очевидно, не хватит. И вот ДК ливает из катки. Теряет слишком сильно позиционку вражеская бабка в очередной раз и просто умирает с нашей автоатаки плюс за второй спелл. Но нужно дефать. Нужно дефать Рошу. Я понимаю это, не хочу никак уходить. Но здесь вот, кстати, очень неприятный вижен от вражеской команды стоит. Они меня видят. И я о нем вообще не подозреваю. Кстати, не думал, что они поставят довольно такой неплохой вижен. Немножечко перекачал себя в силу. Понимаю, что на меня нападают. Пока что держали в станах инста. Перекачку нажать не мог. Но вот вейформа подальше. Перекачка в силу. Пытаюсь выбежать. И очень долго как-то, подходит ко мне моя команда. Нажимаю стан селедкой, пытаюсь выжить. Снова перекачка в силу. Меня станет. Пытаются не выпустить отсюда. Но вроде как выживаем.
ТП на базу нажимаю, хочу зарегениться, чтобы прийти сюда с полными рецами. В это время можно будет пока что поиграть за ДКшника. Покупаю себе кристаллис, перекачку в ловкость нажал. Отправляю, соответственно, своего персонажа просто, чтобы он шел на топ. И пока что решил поиграть за ДКшника. Посмотрим, как у нас тут ДК справляется. Вот это вот легенда, конечно. Ливнул, а импакт все равно наносит. У него имеется арчит, довольно приятно против Некра, может быть, в некоторых моментах. Но здесь подходит Джаггер, во-первых, у него есть и Аега. Во-вторых, все-таки слоты у него и Интворс имеется. Очень даже неплохой. Поэтому, очевидно, ДК он здесь убивает. Но это так, чисто именно время потянуть, пока я бегу. Переключаемся снова на меня. Я хочу вернуться в этот файт. Понимаю, что здесь мы должны хоронить и Некропоса, и в идеале дважды убить еще и Джаггернота, если у нас это получится сделать. Телепорта у Джаггера не имеется, поэтому будем его чейзить. Ему прилетает манта, кстати, довольно неприятно, что она прямо сейчас ему прилетела. Тимбер замедляет. Тычечка. Юла от Тимбера. И забираем Джаггера. Найс, отлично. Задефали, по сути, Рошана. Ну как задефали? Враги забрали Эгис, но мы убили Джаггера дважды, и это на самом-то деле приятно. Снова убиваемся в топ-1 по нетворсу, и вот сейчас нужно думать, что делать дальше. Поскольку ДК ливнул, подключаться он не собирается. Я поспамил ему, что здесь Вижен стоит. Меня никто, по-моему, не слушает. Ну и, в общем, в один момент я понял, что нужно у ДК шмотки продавать. Не знаю, сейчас я это сделаю или не прямо сейчас, но рано или поздно шмотки я ДК продам. И вот аппарат пошел, Вижен, соответственно, снял. Всегда кольте своим тиммейтам, что где-то находится Вижен, если вы видите, что они не понимают этого, если они не собираются его сами ломать и так далее. Потому что, опять же, очевидно, варды ломать нужно. Хватило денег, чтобы купить себе Канду. Теперь можно будет шотать врагов через первый-второй, какого-нибудь Джекероса, допустим. Бабку можно будет практически всегда убивать за первый-второй пару тычек. Да, вот, все, продал шмотки у ДКшника, понимаю, что они нам сейчас важнее, деньги. Поскольку ДК подключаться не собирается, и шмотки ему не нужны. Логично, логично. Не будешь же ты всегда за него играть, когда умер за героя. Не будешь. И вот в эти моменты у меня закрадывается мысль. Нужно заканчивать игру побыстрее. Поэтому я заколил тиммейтам нажать смог, чтобы пойти какой-то open kill найти, попытаться сломать им всю базу. Ну, и если мы затянем это в лейт, то, скорее всего, мы проебем. Опять же, вчетвером против пятерых играть невозможно. Да, у вас будет немного больше денег поначалу, но чем дальше вы затягиваете, тем тяжелее, тяжелее и тяжелее вам будет играть. Идем во вражескую тройку под смоками. Хочется кого-то убить, хочется кого-то увидеть. Видим пока только Джакира. Ну, хотя бы так. Кстати, еще на бабку можно выйти. Тимбер замедляет. Первый, второй. Бабочка шотается. Убили бабку, задавили, переехали на гелике. Это приятно. Здесь подколил, что можно продолжить за Джаггером, но на него повесили лотус, поэтому как-то догнать мы его здесь не сможем. Ему нужно выйти после байбека. Опять же, Джакира, когда подойдет, будет нам неприятно. Доп-контроль от вражеской тимы — это всегда нехорошо. Ну и, очевидно, крипы у нас где-то на миде далеко стоят. Нужно сначала вейв подпустить, чтобы мы могли ломать. И вот сейчас будет легендарное просто противостояние, пацаны. Опять же, я понимаю, что нам нужно ломать. Я понимаю, что нам нельзя никак затягивать. Нам нужно действовать очень активно и так далее. Поэтому колю свою команду, чтобы они просто стояли возле меня, никуда не уходили, чтобы мы здесь наводили суету. Сам я, очевидно, уходить не планирую. Свапаемся в Джекероса, поляночку постелили, вейв задули, первый, второй, легенда. Синема. Синема момент, пацаны, убили Джакира после байбека, сейчас будет проще, просто стою, ломаю табор, пока есть такая у нас опция. Они упоролись в Тимбера, но он нажал Аганим, приятно залетает ульт аппарата после Джаггера. После ульты Джаггера можно будет его убить, у него можно будет упороться. После крутилки еще тем более. Понимаю, что Некр без своей формы шотают Джаггера. Через второй спелл Некра добивают. Байбеки идут от противников, сносим бараки. И как будто можно было бы отойти, но, сука, нужно заканчивать прямо сейчас, вот так вот скрипя зубы. Я понимаю, что бабка снова теряет позиционку. Первый, второй, шотаем бабку. Байбек имеется у нее, кстати. Поэтому не так все плохо у вражеской команды. Также байбек имеется у Джаггера. Понимаю, что нужно их на бае разводить. Ни в коем случае нельзя уходить и так далее. Юла летят в Некропоса. Нажимаю в него просто станчик, чтобы немножечко его подкинуть к своей команде, плюс выиграть время. У меня хп просаживается, поэтому в идеале нажать ульту сейчас в Джаггера. Призывать вардик. Отлично, я это делаю. Призываю вардик, направляю на себя и перекачиваю спокойненько в это время в ловкость. Понимаю, что меня не убьют. Опять же, вард меня захилит. Это для нас приятно. Ломаем, ломаем, пацаны, ломаем. Да уби эту вышечку, Джаггер. Без бая. Врываемся в бабку, планирую ее убить.
Но здесь Юла Джекероса, поляна стелится. Опять же, под вардом все это дело спокойно хилится. Не паникуем, без трясочки, пацаны. Противники, понятное дело, не хотят отдавать катку, но мы шотаем вражеского. Джекероса Драконыч не рассчитал. Не поверил в то, что мы можем его убить. И отправился это в таверну. Приходит ДК, который, кстати, все еще, не подключился, все еще ливер, по сути. И хочется доломать уже, конечно же, трон. Без фонтановых войн. Перекачиваюсь ловкость, ломаю трон. Победа, пацаны.